Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения вашей жизни, ну а также практики, настроя, ритуалы и медитации для исполнения даже самых невероятных желаний, достижения целей, ну и, кстати, избавления от того, что вам мешает. Пользуйтесь, все сделано для вас. Ваша плата – это только ваше время, ваша вера и ваше стремление. Будьте целеустремленными, и все цели будут вам подвластны. Помните, что только вы можете выбрать, какую жизнь жить. Ну а сегодня посмотрим два варианта. Ну а выбор ваш. Выбор всегда ваш. Сейчас я выложу 3 карты на один вариант развития событий и 3 карты на другой вариант развития событий. И мы посмотрим, что нам скажет один и второй, а вот выбирать уже будете вы. Ведь действительно только вы можете выбрать вашу жизнь. А карты нам скажут 2 самых основных варианта, как могут развиваться события. И, соответственно, конечно, я скажу, по какому варианту, что было бы лучше сделать. Ну, а дальше все в ваших руках. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. А я, в свою очередь, посмотрю. Давайте посмотрим. 3 карты. Один вариант у нас будет. Я такой вид раскладов давно не делала. Обычно, вы знаете, оно немножко по-другому, по одной карте. Ну, когда есть 3 карты, картина более ясная. Ну что, посмотрим сейчас, что же по первому варианту нам скажут карты. Прекрасный вариант, я могу вам сказать, что в ваших руках сегодня волшебник мага говорит о том, что вы обладаете всеми возможностями и ресурсами для того, чтобы у вас произошел прорыв. Но опять же, когда мы смотрим на прорыв, мы же смотрим на прорыв в позитивном ключе, только в позитивном ключе, и то вы можете убрать все препятствия для того, чтобы достичь, можно сказать, в данном раскладе это 7 мечей, и достичь именно узнаваемости, славы. Но слава, мы не говорим сейчас это в ключе, что вы станете прославленным человеком, но слава имеется в виду в данном контексте, что вы сможете выбирать, что же вам делать. У вас будет очень много возможностей для того, чтобы себя проявлять, ну и, соответственно, достигать. Кстати, по этим картам могу сказать, что в ближайшее время все, что вы начнете, принесет вам вот эту славу, узнаваемость и, соответственно, продвижение. Особенно это актуально для тех, у кого свой бизнес, могу сказать. Больше всего я здесь действительно вижу сферу карьеры, работы и бизнеса. По другим сферам не совсем вижу какие-то продвижения. Ну и давайте посмотрим второй вариант, что же нам расскажет второй вариант. И, соответственно, я же говорю, вы сможете выбрать сами. Второй вариант тоже неплох.
единственное, что на сегодняшний день по второму варианту было бы здорово никуда не спешить. И все-таки больше рассмотреть то, чего вы хотите. И это рассмотрение и выбор действительно чего-то одного, потому что когда мы работаем над чем-то, когда мы хотим чего-то достичь, мы не можем достигать всего и сразу. Каждая ниточка притягивает к себе следующую. Начиная достигать чего-то одного, именно самого важного, например, для вас. Вот что для вас самое важное? И здесь карта говорят о том, что было бы здорово на сегодняшний день найти самое важное в вашей жизни. Но я могу вам сказать, что я все равно вижу перекликание с первым вариантом. Просто в первом варианте подразумевается, что вы уже точно знаете, чего вы хотите. Второй вариант говорит о том, что если кто-то вот выберет второй вариант, говорит о том, что сегодня вы не совсем уверены в том, чего же вы хотите на самом деле, что же вас на самом деле привлекает. Да, вы живете в мечтаниях и грезах, но на сегодняшний день эти мечтания и грезы вызывают в вас чувство обороны. Вы почему-то боитесь, вы боитесь перемен, вы боитесь действовать. Но в ваших руках все-таки найти что-то, найти какой-то фундамент, с которого вы начнете приобретать то, чего вы хотите. И могу сказать, что по второму варианту, сделав именно, учитывая те замечания, которые я сказала, можете достичь тоже материального благополучия. Но тут не только материального благополучия. По королеве Пентаклей вы можете... Ну, тут больше, конечно, для девочек, но я все-таки рассматриваю карты как состояние и как юнисекс. Я рассматриваю это и для девочек, и для мальчиков. Так вот, эта карта может говорить и о счастливой и крепкой семье тоже. Поэтому не предавайтесь грезам. Грезы — это хорошо, но все-таки вы должны более актуально рассматривать, чего же вы хотите. И действительно вы можете этого достичь. И опять же, я же говорю, по первой позиции получается, что это больше прорыв в работе, карьере, бизнесе. А вот по второй позиции, при правильном подходе и правильных действиях, вы можете также и достичь крепкой и счастливой семьи тоже. Ну вот, выбирайте. Кстати, я бы выбрала оба варианта. Один вариант я бы себе взяла для работы, карьеры, бизнеса, а вот второй вариант я бы взяла себе для построения отношений. Вот, можно и так, ведь все равно по большому счету выбор-то ваш.